Всем привет! В этом уроке предлагаю разделить наши ошибки на ожидаемые и неожидаемые, чтобы в зависимости от этого отправлять или не отправлять их в центре. Вот у нас есть endpoint с апдейтом профайла, там, где мы можем поменять ник и имя. И у нас есть ожидаемая ошибка. Это когда юзер пытается установить себе какой-то никнейм, который уже есть в системе. Мы ее предусмотрели, ничего в ней страшного нет. Это действительно ошибка, которую юзер должен будет увидеть здесь, да, когда он попытается сменить какой-то свой ник. Но нам эту ошибку отправлять в центре не надо. А сейчас она у нас отправляется. В то же время у нас здесь есть ошибка, которая, по идее, никогда не должна происходить. То есть не должно быть такого, что у нас профайл пытается проапдейтить юзер, который не авторизован. Если вдруг это произойдет, это, скорее всего, значит, что мы на какой-то страничке не поставили блок и почему-то показали страницу с этой формы неавторизованному юзеру. То есть это то, с чем надо разобраться, хотя бы какое-то внимание этому уделить. Поэтому такую ошибку отправить в центре надо. Но сейчас у нас нет никакой возможности отличить их друг от друга. Это и то ошибка. В связи с этим давайте создадим новый тип ошибок. Помните, мы уже в PageWrapper делали что-то подобное, и мы создавали специальные ошибки, которые позже мы могли определять как именно эти ошибки. Вот сейчас будем делать примерно что-то такое, но будут некоторые отличия. Давайте приступим. В папочке в бэкэнде, в src.lib создадим файл error.ts. И давайте попробуем сделать сначала так. Expected error. Вот все, мы обозначили, что у нас есть это expected error, и попробуем выбрасывать ее. Так, идем в наш endpoint и говорим то, что это у нас действительно error, а вот это expected error. Так, ее надо, конечно, импортировать. Хорошо. Так, и теперь давайте поставим соответствующие логи. Да, нам нужно пытаться что-то отловить в нашем TRPC TSX. То есть вот здесь у нас идет отправка. Вот, давайте зададим переменную из expected error. Ее надо нам как-то определять, является ли она expected или нет. Как мы это делали раньше. Вот, например, в PageWrapper. Мы проверяли, является ли эта ошибка инстансом. Так, где у нас это? Вот, пропсы, error instance of. Давайте попробуем сделать что-то в таком духе и посмотрим, что будет. Какая-то пришла ошибка с сервера. Expected error. Так, допустим так. И давайте временно разрешим отсюда импортировать. Угу. Так, это фронтенд. Мы говорим, что можно еще и вот это. Так. Не. ID backend src error. Допустим. Отсортировали. И заодно сразу же еще сделаем консоль log это error. Консоль log error. И сам error. Так, и если это не expected error, тогда нам нужно сделать все остальное. Все остальное это вот это. Так, if не expected error, тогда отправляем в центре и в том числе в проде логируем в консоль до кучи. Так, проверяем. И давайте здесь еще поставим нам вывод, то, что отправилось в центре. Send to центре. Угу. Хорошо. Давайте сейчас вот так вот сделаем. Из expected error сначала выводим, потом error. Угу. Так, поехали. Так, и теперь нам нужно здесь какую-нибудь ошибку-то вывести, потому что там у нас и так expected. Сейчас index.ts. Угу. Так, и сейчас должна выходить вот эта ошибка, и мы должны ее определять как expected. Все хорошо. Угу. Пытаемся сменить ник на админский, а админ у нас уже есть в системе. Так, мы видим, что это не засчиталось как expected error. Вот, почему это произошло? У нас эта ошибка была создана на бэкэнде, потом ее TRPC преобразовал в JSON, отправил сюда, и эта ошибка на самом деле не является инстансом.
вот этой самой expected error. Нам нужно получше разобрать, что у нас лежит в самой ошибке. Она, тем более, когда прилетает из центра, у нее там появляется другой формат. Надо его разобрать. Давайте попробуем. Хорошо. Чтобы ее вывести, эту ошибку в оригинале, просто console.log error будет недостаточно. Сейчас, когда мы вызываем просто console.log error, мы видим там какую-то уже преобразованную ошибку. Вот я ввожу еще раз admin. Мы здесь видим ее вот в таком формате, то есть само сообщение и какой-то stack trace. Нам этого недостаточно. Давайте ее выведем таким образом. json.stringify error. И посмотрим, что будет там. Так, выводим ее. Получаем страшную строку. Ничего страшного. Все выделяем, копируем и вставляем в новый файл. Делаем выравнивание и изучаем наш JSON. То есть что тут есть? Поля meta, shape и data. И name. Вот, и многое там повторяется. Если мы сделаем поиск по файлу, у нас здесь нет никакой информации про expected error. То есть какой-то тип с бэкэнда сюда не прилетает. То есть нам нужно искать что-то, ну вот, грубо говоря, в data. Вот, у нас здесь есть путь, но все равно непонятно, какого типа эта ошибка. Поэтому в связи с этим, в принципе, точно нет никакой необходимости импортировать ту ошибку с бэкэнда. Так, давайте тогда эти импорты уберем и попробуем как-то по-другому эту ошибку разобрать. Так, все. Instance of у нас не работает. Хорошо. Убираем эту ошибку отсюда. Пробуем другой подход. Давайте добавим в нашу ошибку какое-нибудь поле. Да? Давайте сделаем так. Наследуем ошибку, но там еще есть поле is expected равняется true. Так, ну и true пускай это константа, то есть там может быть только true, не может быть false. Хотя почему? Ладно, сделаем так. Is expected true. И попробуем теперь еще раз сделать то же самое. Так, is expected error. Ну, пока что давайте принудительно поставим false. И посмотрим еще раз на вывод. Так, обновляем страницу. Admin, update profile. Получаем ошибку, идем разбирать контент. Угу. Новый файл. Делаем выравнивание. И смотрим. Is expected. Опять же, сюда ничего не попало. Но ничего страшного. Сейчас мы ее заставим прокидывать нам такие вещи. Хорошо. Давайте зайдем в наш TRPC на бэкэнде и добавим error формата. Здесь, опять же, где у нас объявляется TRPC, можно после трансформера добавить error форматор. Error форматор принимает функцию, в которой он передает shape. Это вот то, что у нас было вот в этом файле. Сейчас. То есть вот этот shape, и его там можно как-то модифицировать. Так, shape, оригинальный error, и мы ему должны вернуть новую структуру. Так, return. Будет это выглядеть так. Мы передаем весь старый shape, вот, но модифицируем дату. Так, дата будет shape data. И здесь мы, по идее, можем что-то дописать. Единственное, что давайте на этом этапе тоже сделаем console.log и посмотрим, что у нас там вообще происходит. Так, console.log. Это у нас backend, давайте console.dir. Shape. Depth 10, хорошо. И console.dir error. Так, давайте теперь на это поглядим. Этот файл можно удалить. Угу. Так, обновляем страницу, запускаем. Хорошо, пока на фронтенде не важно, что пришло, надо посмотреть, что у нас на бэкенде. Так, сначала он у нас выводил что? Shape. Вот, shape у нас message, код, дата. Вот та самая дата, которую мы здесь переписываем. Ага, хорошо. Path.
Так, посмотрим на ошибку. На ошибку он тоже опять вывел не в хорошем для нас формате. Давайте выведем ее опять через json.stringify. json.stringify error. Так. И посмотрим еще раз. Мало выводит. Ладно, в общем, вот такими вот пытаниями особо ни до чего не дойти. Придется лезть в документацию и читать, как нам достать оригинальную ошибку. Вот, я хотел вам показать, как этот путь попробовать пройти самостоятельно, но, очевидно, не все можно сделать, просто выводя консоль логи, иногда приходится читать документацию. Вот, но я уже знаю, читав документацию, что надо сделать, и сейчас вам покажу. У нас есть все-таки здесь оригинальная ошибка, и эта оригинальная ошибка не является. Это некий TRPC error. Но есть и original error, который хранится в следующем месте. Original error у нас будет в error.chaos. Вот, она у нас здесь. Соответственно, этот chaos у нас реально является той самой ошибкой, которую мы предзадавали. Вот, то есть она такая. И вот здесь на бэкэнде, поскольку ошибка была сформирована на бэкэнде, мы можем понять, expected она или не expected. Const is expected равняется original error is expected можно сделать так. Можно сделать original error instance of expected error. Так, хорошо, эти консоль-логи убираем. Если у нас is expected error, я предлагаю просто передать сюда is expected. Вот так. И давайте посмотрим, здесь выведем консоль-лог is expected. Что у нас здесь будет? Так, еще раз обновляем админа. Смотрим в консоль. Is expected true. Так, и давайте проверим, что если сделать наоборот, то все равно все будет работать. А допустим, это не expected. Так. При таком раскладе is expected false. Хорошо, на бэкэнде мы уже понимаем, expected она или не expected. И сюда уже передаем не просто, там всю ошибку, а только этот флажок, потому что только он нам и важен. Хорошо. Я думаю, вот это вот разбивание, оно избыточно. Можно сделать вот так. Хорошо. И теперь давайте во фронтенде это все разбирать. Здесь у нас мы уже видели, что есть объект error, в нем есть дата, и в нем может быть is expected. Он уже видит эти типы, потому что он их понимает с бэкэнда. Мы добавили is expected, и поэтому он его видит здесь. Все. Ну и тогда и эта строка уже избыточна. Можно сделать вот так. И отправлять или не отправлять ошибку в результате в этот самый центре. Так, проверим. Сейчас у нас ошибка какая? Ожидаемая? Так, сейчас ожидаемая. Соответственно, в центре попасть не должно. Пишем admin, update profile. Так, в центре не улетело, потому что не было выведен лог, что отправлено в центре. А теперь сделаем такую ошибку. И уже в центре улетело. Отлично, у нас все получилось. И теперь осталось только найти все места, где у нас есть ожидаемые ошибки. Надо просто сверху вниз пройтись по всем файлам, но у меня уже, в принципе, отмечено, где это нужно сделать. Сейчас я покажу. Так, идем в sign in. Вот это у нас, очевидно, expected error. Потом идем в sign up. Это у нас expected error. Это у нас expected error. Мы, в принципе, это все можем отличать, исходя из того, что если у нас ошибка человеческая, то мы ожидаем, что она expected, да? А ошибки, которые мы не ожидаем, мы писали с вами капслоком, и поэтому, в принципе, мы могли написать регулярку для поиска по всем файлам, чтобы найти эти сообщения. Возможно, это будет интересно. Давайте попробуем так это сделать. Так, давайте. Error. Скобочка открывается. И потом, так, там у нас одинарная кавычка.
И дальше все буквы должны быть большими, но могут быть и нижние подчеркивания. Тогда мы пишем в следующую строку А, Z и нижнее подчеркивание. Ага. Так, их там должно быть сколько-то, а потом закрывающая кавычка и вот это. Так, и закрывающая скобочка. Вот, и мы можем сделать следующее. Теперь содержимое текста мы можем обернуть в круглые скобки, и это попадет для нас в переменную. А теперь мы сделаем замену файлов. У меня сейчас горячая клавиша не сработает, потому что ее забрала на себя программа для перезаписывания, поэтому я должен сделать так. Edit, Replace in Files, и заменим на следующее. Expected Error $1. И кавычки мне еще нужны. Угу. Мне же нужно было наоборот. Мне другие надо было заменить на expected error. Вот ввязался я. Так, хорошо, сейчас. А как сделать наоборот? Что там должно быть хоть сколько-то. Это уже сложнее. Так, надо подумать. Ладно, разделись, давайте доделывать. Хорошо, то есть у меня там могут быть... У меня там точно должны быть маленькие буквы. То есть там AZ. Так, пишем, что нам нужно не закрывающая скобочка. Ой, ребят, честно, я вот так вот сходу не напишу такую регулярку. Ладно, пойдемте руками это сделаем. Простите меня, пожалуйста. Можно будет сходить в чат GPT и посмотреть, как там это сделать. Вот, потому что подсказывает, что это будет заморочно. Реально резонно писать регулярки. Вот мы первую написали, она быстро у нас сработала, и все с ней было хорошо. Вот, но она нам не нужна, потому что нам нужно найти, наоборот, не там, где все буквы большие, а там, где они с пробелами и с маленькими буквами и так далее. Если вы чувствуете, что регулярку написать для вас дольше, чем пройти руками все поправить, надо идти править все руками. Если написать быстрее регулярку, то пишите быстрее регулярку. Вот такое правило. Хорошо, получилось наглядно. Пойдемте работать дальше руками. Так, нам нужен в Update Password зайти. Здесь у нас тоже есть вот это Expected Error. Угу. Хорошо, потом Update Profile. Здесь мы уже добавили. Так, затем Create ID. Здесь вот это ожидаемая ошибка. Хорошо, Get ID. Так, я там не импортировал, наверное. Throw new. Угу, хорошо. Так, Get ID. Что ругается? На вот эту. Угу. И Update ID. Так, это вот тоже Expected Error. Хорошо. Так. Ну, здорово. Все, мы сделали с вами ожидаемые ошибки и больше не отправляем в центре то, что не должно нас отвлекать. А то, что должно, отправляем. Все, всем спасибо. В следующем уроке будем загружать source map в центре, чтобы видеть красивый путь нашей ошибки. Всем спасибо, до скорого.